Старая женщина из магазина направлялась домой, удерживая в руках тяжелые пакеты. Ее домик располагался на самой окраине деревни, а магазин продуктов находился в центре. Хозяйка домика, Ульяна Ивановна, проживала сама, а своего мужа похоронила около 10 лет назад. Общие дети не случились, а сын мужа Артем, больше 15 лет, не дает о себе знать. Поговаривали, что он путешествует из одного места заключения в другое. Но толком никто не мог сказать, что это правда или лишь слухи. Якобы сын не мог простить отцу его женитьбы после смерти матери. Обиделся и сбежал из дома. Ульяна Ивановна всеми средствами хотела сдружиться с Артемом, но своенравный мальчишка не признавал ее. Сейчас ей перевалило уже за 70 лет, и что-то менять в их отношениях не имело смысла. Тяжелые сумки тянули к земле, и Ульяна Ивановна совсем обессилила. Да и здоровье в последнее время стало что-то подводить. Она остановилась, поставила сумки на землю, передохнула и двинулась дальше. В этот момент к ней навстречу выбежала девчушка лет 7. «Бабулечка, давайте я вам немножко помогу». «Ох, деточка, куда тебе такие тяжелые сумки? Я вот совсем взрослая, а как мне тяжело нести эти вещи? Ты совсем молоденькая. Вы, бабулечка, не взрослая, а просто старенькая. Вот вам и тяжело нести, а я запросто справлюсь». Девчушка подхватила у пожилой женщины сумку и, стараясь как можно выше поднимать ее от земли, направилась по узенькой тропинке. «Ладно, помощница», — уговорила. «Только быстро не беги, а то я не поспеваю». «А как же тебя, красавица, зовут?» «Аленушка. Я живу рядом в соседней деревне. Сегодня дядя Вася уже опять пьяный бьется с тетей Верой. Она тоже любит пить водку. А куда же твои родители смотрят? Папу я своего не знаю, его никогда не было, а мама умерла почти 2 года назад. Вот тетя Вера, мамина сестра, забрала меня к себе жить. Но мне у нее не нравится. Там плохо и нечего кушать. Ох, какое горе горькое. А я бабушка Ульяна. Можешь просто называть меня бабушкой Улей. А я вас знаю. Вдруг резко встала Алена, вы же настоящая ведьма, колдунья, о которой все рассказывают. Я нарочно к вам пришла, хоть и сильно боялась. Я попрошу вас, баба Уля, сделайте так, чтобы мои тети и дядя бросили пить. А я за это буду вам помогать. Я уже все умею делать, и в магазин сходить за покупками, и в доме убраться, и за скотиной могу ухаживать. Вы только скажите, что делать, и я сделаю. Пожилая женщина выслушала внимательно девочку и молвила. Очень жалко мне тебя разочаровывать, но вот колдовству я не обучена. Напрасно меня ведьмой считают. А вот лечить я умею. Но это же не колдовские чары. Вот скажи мне, что такое массаж? Девочка утвердительно кивнула. Так вот, я знаю, как делать массаж по-старинному так, как раньше его делали, когда не было никаких медицинских заведений, ни врачей, ни больниц. А еще я могу из лечебных трав делать различные настойки. А теперь пошли ко мне в гости, я угощу тебя ароматным чаем с вкусными, привкусными блинчиками. Алена внимательно выслушала бабушку и пошла рядом. Об Ульяне Ивановне говорили разные небылицы. Народ в деревне был не слишком грамотным и верил всяким чудачествам. Поговаривали, что она владела несметными сокровищами. Вот только их у нее не было. За лечение она денег не брала, помогала людям по своей душевной щедрости. Если народ хотел, то приносил разные гостинцы, которые потом Ульяна Ивановна раздавала соседям и их детишкам. Главное, чтобы вспоминали ее добрым словом, а на все наветы и сплетни она не обращала никакого внимания. Алена призадумалась. По рассказам односельчан, она представляла бабу Улю настоящей колдуньей со страшными зубами и горящими глазами. Как же теперь ей быть? Кто же теперь сможет ей помочь? Она неожиданно приостановилась, вздохнула и чуть не заплакала. «Что же ты притомилась?» — поинтересовалась Ульяна. «Как же мне теперь быть? Мне не хочется идти домой. Давай поступим так. У меня рядом по соседству проживает Вася, который работает нашим участковым. Если хочешь, я его попрошу, чтобы он договорился с твоими родственниками. Он точно что-нибудь придумает. Сходит к твоей тетке и объяснит, что ты находишься у меня.
Пусть она не волнуется. А если тебе понравится, то можешь жить остаться насовсем. У меня всего одна кошка, даже собаки нет. Девочка заулыбалась и кивнула в знак согласия. Ой, бабушка, забыла тебе рассказать. Я ведь когда шла к тебе через лес, увидела возле дерева привязанную окровавленную большую собаку. Ей, наверное, здорово досталось, побили злые люди. Вот, живодеры. Домой занесем сумки, я немножко отдохну, и ты нас туда проведешь, чтобы освободить бедную несчастную собаку. Хорошо? Прошло примерно около часа времени, пока девочка и бабушка обнаружили в лесу собаку. Старушка потихоньку подошла к ней, ласково погладила и бегло осмотрела. Передняя лапа распухла. Старушка достала молоко и миску, которую захватила с собой, и поднесла к собаке. Язык у нее распух и свисал, она просто умирала от жажды и голода. Собака не сразу, а постепенно глоток за глотком, но опустошила посуду. Пока она поглощала молоко, Ульяна аккуратно освободила животное от веревки. «Теперь надо тебя вывести из леса. Вставай потихоньку, может, так и дойдем». Собака, словно поняла, о чем идет речь, медленно встала и поковыляла вслед за своими спасителями. Когда они добрались домой, то плотно покушали и улеглись отдыхать, чтобы набраться сил. Время летело незаметно. Аленка осталась жить у бабушки. Тетке было в радость проживания Аленки у старушки. У нее будто гора с плеч свалилась. Ульяна Ивановна вылечила собаку. Это оказался большой и красивый пес. Его назвали Бой и поселили в небольшом сарайчике, где он жил и охранял своих хозяев. Пролетело 5 лет. Однажды вечером Алена покормила Боя, прошла вдоль забора и не обратила внимания на подозрительных лиц, которые промелькнули словно тени. Когда она собралась войти в дом, огромный бородатый мужик откинул ее в сторону и завопил. «Где старуха?» Тут появились еще двое, и они все начали шарить по комнатам. А самый грозный с бородой вытащил из соседней комнаты Ульяну Ивановну. «Кто вы такие и что вам нужно?» Интересовалась она. «Не узнаешь, старая?» «Я Артем, твой пасынок, что забыла про меня?» «Неправда, ты не Артем. Он был светловолосый и пониже ростом, а ты рыжий и огромный. Ладно, вроде ты, бабка, еще соображаешь. Твой Артем уже год как в сырой земле, подох от туберкулеза. А мы тут живы и здоровы. Про тебя тут много чего рассказывали. Ну-ка, гони свои заначки, да поживей. Тогда живой оставим, а внучку с собой заберем для своей безопасности. А вот в целости и сохранности можем и не вернуть, как получится». Захохотал бородач и собрался схватить Алену, но ее уже и след простыл. Главарь грязно выругался, а старушка довольная улыбнулась. «Вот, Аленушка, молодец. Что, съели, бандиты?» Бородач размахнулся и ударил старушку по лицу. Та ойкнула и чуть не упала, но тот схватил ее и поставил. «Где деньги? Говори. Неужели я их буду в доме держать?» «А где же?» Закопала в землю в сарае. «Ах ты, старая крыса, показывай где». Старушка, потирая ушибленное место, подвела к сараю и распахнула дверь. Там, она показала в угол, где лопаты стоят. Двое бросились туда. «Ты смотри, чтоб твои дружки себе все не забрали, а ты и не заметишь». Главарь поспешил в сарай за ними, а старушка закрыла сарай на щеколду и дала команду: «Бой, взять их». К дому уже спешили соседи и участковый, которого Алена вызвала на помощь. Когда открыли сарай, то увидели, что двое лежали на полу, истекая кровью, а бородач еще отбивался от собаки. В эту минуту пес взвизгнул от боли, а бородач замер в неестественной позе. Старушка бросилась к собаке и обнаружила у него ножевую рану. Когда милиция увезла бандитов, участковый подошел к Ульяне Ивановне и пообещал найти ветеринара и помочь вылечить собаку. Старушка обняла Алену и только сейчас поняла, как ей было страшно. Слезы выступили у нее на лице. Через 2 недели Бой стал поправляться. Бабушка с Аленой ухаживали за ним, угощали всякими вкусностями. А он был рад и благодарен им за заботу. С удовольствием положил им голову на колени, словно обещая охранять их в дальнейшем. Дорогие друзья!
Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.